Приветствую, друзья! С вами Алексей Фролов. Я был приглашен в салон АВ Nirvana на Куркинском шоссе для прослушивания очень интересных акустических систем фон Schweikert Audio. Многие ли слышали о таком бренде? Честно говоря, я не слышал до последнего момента. А между тем, акустические системы уникальны в своем роде. Также мы подобрали усиление под стать. Это новейший усилитель Dan D'Agostino Progression Integrated. В целом связка звучит впечатляюще. Мы сделали записи, и в дальнейшем, когда будут следующие обзоры, мы будем в тех же условиях записывать аппаратуру. Мы будем также ставить рекордер, устанавливать по шумомеру уровни записи и по возможности использовать те же самые треки. Но сначала давайте я вам расскажу про бренд и про конкретную модель акустических систем. Компания выпускает выдающиеся акустические системы, отмеченные множествами наград за лучший звук. Забегая вперед, скажу, что вполне заслуженными. Но сначала давайте немного углубимся в подход фон Schweikert Audio к созданию акустики в целом и на примере конкретной модели VR55. Вектор движения компании определял ее основатель и главный инженер-конструктор Альберт фон Schweikert. В отличие от многих компаний в индустрии, основные ресурсы брошены на исследования, а не на маркетинг. Альберт провел первые эксперименты, связанные с аудио, в Калифорнийском технологическом институте более 30 лет назад. Акустические системы, по его словам, должны быть микрофоном наоборот, то есть максимально аккуратно декодировать информацию, полученную микрофоном при записи. При этом слушатель должен ощущать себя в центре звукового события, в звуковом пузыре, которым становится вся комната. Хотя компания сама не производит динамики, в своих моделях используются лучшие из возможных, зачастую заготовленные эксклюзивно по спецификации фирмы. В VR55 установлены два керамических сотовых 8-дюймовых низкочастотных и 6,5-дюймовый среднечастотный динамик, изготовленные с ScanSpeak по заказу фон Schweikert Audio. Измеренные искажения составляют менее 0,5% при нормальном уровне прослушивания, а также бериллиевый купольный твиттер, имеющий самое низкое измеренное искажение из всех купольных твиттеров на рынке, независимо от стоимости. НЧ-секция активная. На борту каждой акустической системы находится 525-ваттный усилитель. Это отличная возможность разгрузить внешний усилитель, а также подстроить звучание акустических систем под предпочтения слушателя и под особенности помещения. Расположенный на тыльной стороне акустических систем ленточный твиттер излучает звук в направлении противоположном звучанию основных динамиков и позволяет значительно расширить звуковую сцену. Регулировки басовой секции и тылового твиттера выведены на заднюю сторону колонок. Оформление низкочастотной секции – трансмиссионная линия, а среднечастотный динамик и твиттер находятся каждый в своем герметичном корпусе, то есть оформление – закрытый ящик. Корпуса VR55 компонентные, трехслойные. По утверждениям фирмы-производителя, по характеристикам подавления резонансов, они лучше корпусов, изготовленных из цельного куска алюминия. Толщина стенки колонок 75 мм, а вес каждой колонки более 85 кг. К такой акустике хотелось бы подобрать усиление под стать, и это удалось сделать. Интегральный усилитель Dan D'Agostino серии Progression – это усилитель легендарной фирмы, да еще в полном фарше, и новейшая модель. И следует отметить, что данную связку акустики и усиления нигде пока нельзя послушать, кроме как в салоне АВ Nirvana. С усилителем мы познакомимся, возможно, в наших следующих обзорах, он этого достоин. А пока давайте перейдем к самому интересному. Как же звучит система из бескомпромиссных компонентов, созданных выдающимися умами аудиоиндустрии без оглядок на бюджетные и маркетинговые ограничения? Come live
Следует отметить, что прослушивание проводилось только в частично акустически обработанном помещении, и это было сделано намеренно, с целью проверить утверждение производителя, что VR55 подходит под любое помещение. Звучание впечатлило сразу, но мы все-таки попробовали настройки, которыми обладают акустические системы. В нашем случае лучший результат получился при настройке отдачи в басовых секциях на уровне 30%. А уровень звучания тылового твиттера мы подняли в связи с тем, что сзади колонок находятся рассеивающие акустические панели. Настройки были сделаны довольно быстро и в дальнейшем не менялись. Они проявили свою универсальность на любых записях и при любом уровне звука. Первое, что впечатляет звучание, это масштаб и динамика. Причем даже на экстремальных уровнях громкости звучание сохраняет некоторую округлость. Подозреваю, что свой вклад тут вносит цифроаналоговый преобразователь, находящийся на борту усилителя, и он построен на лестничной матрице. То есть звучание комфортное. Встроенный стример очень функционален. Поддерживается воспроизведение с множества стриминговых сервисов, а также Hi-Res Audio и DSD. Следует отметить, что не все high-end производители настолько дружественны к пользователю. Данное прослушивание производилось при помощи Кобуса и управления с телефона. Даже на больших уровнях громкости помещение не заводилось. НЧ звучат плотно и при этом информационно. Причем звучание такое, что не хочется раскладывать его на диапазоны и анализировать. Конечно, при желании можно прислушаться к партии какого-то конкретного инструмента и зафиксировать какие-то нюансы, но в целом хочется просто наслаждаться единым звуковым бесшумным полотном. Высокие, пронзительно, где это требуется, духовые звучат будто в комнате, но при этом никакого дискомфорта не ощущаешь. Весьма ценное свойство. Образы выходят в ширину за пределы колонок. Но вот для лучшего эшелонирования следует поэкспериментировать с выносом колонок ближе к центру комнаты. Поразила способность системы отыгрывать мельчайшие нюансы на малой громкости. Колонки не нужно раскачивать, по крайней мере с усилителем Dan Agostino Progression Integrated. Ритм, слитность, информативность, сбалансированность первых и вторых планов ошеломительные. А многочисленные настройки позволяют сдвинуть баланс в сторону предпочтений слушателя и учесть особенности помещения. Итак, пора подводить итоги нашего обзора. В целом, впечатления от звучания акустики превзошли все мои ожидания, причем по всем фронтам. Звучание сбалансированное, очень ритмичное, бесшовное, комфортное, но при этом динамичное, колкое там, где это ожидаешь. И в целом я бы рекомендовал эту акустику всем любителям хорошего звука, аудиофилам, меломанам. Приходите в салон, слушайте, все скомментировано, вам здесь будут рады. С вами был Алексей Фролов, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч!